Всем привет! В этом видео мы разберемся, стоит ли покупать Redmi 9T в 2022 году. И мы начинаем. Данный телефон вышел в 2021 году. У данного телефона довольно неплохой экран. Данный телефон получил неплохой процессор. И мы начинаем. Приятного просмотра! Телефон Redmi 9T очень похож на телефон Redmi 8T и похож на телефон Redmi 10T. Почему данные телефоны у них идеально похожи, только одному создателю Xiaomi известно, и разделению Redmi. Данный телефон получил довольно неплохой экран на 6,53 дюйма. Данный телефон довольно приятный экран с поддержкой 2340 на 1080 пикселей. Это довольно неплохо. И он улучшился на 43%, в отличие от Redmi 8T. У данного телефона довольно неплохой черный цвет. Данный телефон получил разъем USB Type-C или USB Type-S, кому как удобно. У данного телефона неплохой вырез капля. У данного телефона стоит MIUI 12 или Android 10, кому как удобно. Он выпускался в 4 цветах. Это синий, черный, оранжевый и зеленый. У данного телефона довольно неплохой процессор Snapdragon 662. Это очень неплохо для данного телефона. Это и также 8 ядер. Это довольно неплохо. И графический процессор 610. Также у данного телефона 4 гигабайта оперативной памяти, 128 встроенной максимальной версии, минимальная 64. Поддержка карты памяти до 512 гигабайт. Слот под сим-карты, 2 сим-карты и 1 карту памяти. Спасибо, что хотя бы для 2 сим-карт. У данного телефона довольно неплохо с играми. Игры он делает на максимальных настройках графики. Поиграть в PUBG, GTA и другие проекты можно спокойно, ведь у нее стоит процессор довольно нового уровня. Это не сравнить со старыми процессорами Snapdragon, ну и не сравнить с Bionic'ами. Это примерно как Bionic 9 или 10. Также данный телефон довольно неплох покажет себя в играх. Вы можете видеть примеры игр на данном телефоне. Они идут довольно неплохо. Данный телефон выпускался как средний бюджетник. И данный телефон никогда не был задуман как флагман. Поэтому у него корпус сделан из пластика. Данный телефон не тянет, допустим, какие очень топовые игры. Допустим, Лига 9 на ультра не пойдет. Она пойдет либо на средних, либо на высоких. На ультра ему не хватит мощности, либо он очень быстро сядет. Также данный телефон неплохо подходит для фото и видеосъемки, ведь у него на борту 48 мегапикселей. Конечно, это довольно много, вы скажете, но нет. Чем больше пикселей, чем хуже качество. И открываем вам этот секрет. Скоро, кстати, выйдет видео, почему вам не надо именно 128 мегапикселей или 240 мегапикселей. Так что ожидайте это видео. И давайте перейдем к примеру фото на данный телефон. Первое, на что мы смотрим, это просто 2 мегапикселя камеру. Получается довольно неплохие снимки для данного телефона. Теперь давайте посмотрим на 48 мегапикселей
Ну, я скажу, 148, 102 мегапикселя. Для данного телефона вообще нет разницы. Теперь давайте перейдем к ценнику на данный телефон. За сколько его можно купить реально? На Озоне можно его купить за 10 тысяч рублей. В ДНС его можно купить за 17 тысяч рублей. На нашем сайте можно купить за 13, либо за 15 тысяч рублей. Это довольно неплохо для данного телефона. Ладно, с ценниками этим разобрались. Теперь давайте перейдем к БУ сегменту. На Авито можно его купить за 9, 10, 11, в среднем 12 тысяч рублей. Ну, можно ведь и за 16, но это оверпрайс. Так стоит ли его покупать или же нет? Да, стоит. Ведь этот телефон еще будет актуален как минимум 2 года. Ведь этот телефон получил камеру на 48 мегапикселей. Ведь этот телефон получил неплохую быструю зарядку. Ведь этот телефон имеет 6000 мАч. Ведь этот телефон работает почти 1 день от одного заряда. Ведь этот телефон получил Snapdragon, и довольно неплохой Snapdragon для данного телефона. Получил целый 662. Это довольно неплохо для данного телефона. Так что телефон, да, очень актуальный. Вот, вы даже можете увидеть, я сделал специальный скрин с официального сайта. Вот он, Snapdragon. И также давайте теперь перейдем к смыслу этого видео. По моему мнению, покупка нового Android, если вы не хотите связь с БУ рынком и покупать бэушный iPhone, то это лучший вариант. Если вы не хотите переходить с Android на iOS, то да, это лучший вариант. Но мне кажется, за те же деньги лучше купить какой-нибудь iPhone 6 или 7. И в 2 раза будет лучше, чем Redmi 8T, или 9T, или 10T, или 11T, и скоро будет 13T. И все телефон делаются на раз. Но если вы очень хотите купить его, и вам понравились все его характеристики, то покупайте. Да, его стоит купить. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Я рекомендую смотреть 2 видео, которые появились только что у вас на экране. Если вы не подписаны, нажать на кнопку подписаться. Всем пока. И до новых встреч.